Всем привет, дорогие друзья! 2021 год будет очень насыщенным в киношном плане, потому как большинство фильмов было перенесено на этот год, сами знаете из-за чего. Мы постарались и отобрали 5 ожидаемых новинок 2021 года. А чтобы не пропускать новые ролики и мотивировать нас на новые свершения, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали! Первый фильм в нашей подборке – «История семьи Блум». И нет, ничего общего с Винкс этот фильм не имеет. По сюжету, во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Жизнь изменилась в одно мгновение не только для нее, но и для ее мужа и их детей. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг – раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин за черно-белое оперение. Он не только привносит долгожданную радость в семью, но и помогает Сэм вновь полюбить жизнь и поверить в свои силы. Вообще, мировая премьера фильма состоялась еще в 2020 году, но в России он станет доступен только 25 февраля, то есть совсем скоро. Кинокартина основана на реальных событиях, описанных в книге австралийского писателя Брэдли Тревора Грива. Реальная семья Блум ведет инстаграм Пингвина, за которым следят 185 тысяч подписчиков. Блумы считают птицу полноценным членом семьи. Ей нужно дать имя. Пингвин. Пингвин? Почему? Потому что черно-белое. Ясно. Поездка в Америку 2. Продолжение американской комедии 1988 года с Эдди Мерфи в главной роли. В первой части фильма наследный принц африканского государства Замунда Аким, несмотря на окружающую его роскошь, не чувствует себя удовлетворенным собственной жизнью. Он хочет большей самостоятельности, особенно в выборе невесты, так как выбор родителей его совершенно не устраивал. Желая самостоятельно найти жену, он поехал в Америку. В Нью-Йорке принц прикинулся обычным человеком и пошел устраиваться в закусочную, в которой работала понравившаяся ему девушка. Во второй части фильма Аким вынужден вернуться в Штаты, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын, наследник престола Замунды. Вот так. Молодец. А теперь скажи привет, тёлки. Привет, тёлки. Не-не-не, это ж его мама. Да, ей нельзя? Его маме нет. Ученик экзорциста. Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему школа готовит все больше экзорцистов, а одержимых становится только больше. Иди ко мне. Смелее. Это наш новый дом? Круэлла, или же Стервелла. Предстоящий американский криминальный комедийный фильм и приквел к фильмам «101 далматинец» и «102 далматинца». Премьера фильма должна состояться 28 мая 2021 года. Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне, в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница и дизайнер по имени Круэлла. Она хочет сделать себе имя с помощью своих работ, но все ее попытки приводят к тому, что героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие очень хорошо знают по мультфильмам и фильмам про далматинцев. И хотя это только трейлер, в комментариях под ним зрители уже написали, что образ, созданный Стоун, совсем не похож на ту злодейку, к которой привыкли зрители. Скорее, актриса больше напоминает подругу Джокера Харли Квинн. И последний фильм на сегодня – Mortal Kombat. Предстоящий фильм, являющийся режиссерским и продюсерским дебютом Саймона Маккуойда в кино. Фильм основан на одноименной серии игр, а также является перезапуском фильма 1995 года. По сюжету, боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император внешнего мира Шан Цун посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается в храме лорда Рейдена, старшего бога и защитника земного царства, который дает убежище тем, кто носит метку. Здесь Коул тренируется с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао и наемником-изгоем Кано, готовясь вместе с величайшими чемпионами Земли противостоять врагам из внешнего мира в битве за Вселенную.
Но сможет ли Коул приложить все усилия и раскрыть в себе Аркану, могущественную силу его души, чтобы не только спасти свою семью, но и остановить внешний мир раз и навсегда? Дорогой зритель, а какие фильмы из нашей подборки ждешь именно ты? Напиши в комментариях. Был рад представить тебе третью часть ожидаемых фильмов, которые выйдут в 2021 году. А еще я буду очень благодарен, если ты поддержишь наш канал лайком и подпиской. До встречи!